Сколько раз вам говорить, что при журналюгах только спасибо, пожалуйста. Ну что непонятно? Ну что, прославились, да? Тебе-то что надо? Пресса! Вообще-то он не журналюга, а блогер. Да мне по барабану, кто он? Извинялись? В том числе И не только, что еще? предложили поработать в оперативно-следственной группе. Независимым наблюдателем следственной группы. Следователь районной прокуратуры Яшина. Очень приятно. Следователь Хлопонин. Ну, а это… Ну, с этой личностью вы уже знакомы. Да, близко. Колычев Валерий Максимович, банкир. Если бы пристегнулся, остался бы жив. Вот так. Кто из них ехал на красный? Оба перли на зеленый, разумеется. Видеорегистратора в салоне нет. А регистратор был, я видел. Стоп. Вот он, регистратор. То есть он пытался скрыть улику, а вы его отпускаете? А что ты предлагаешь? Руки-ноги ему переломать? Ну ты же напишешь про это? Нет, не напишу. До суда нельзя писать о делах. Ты знаешь, что весь интернет пестрит о том, что Говорков продался полиции? Что вы видите на самом деле? Что же мы видим на самом деле? Капот какой-то машины. Может быть, тогда ты объяснишь мне, каким образом таинственному убийце удалось поделать запись на регистраторе, на котором эту запись поделать невозможно? Обнаружили в замке ремня безопасности Ягуара 10-рублевую монету. Даже если бы Колычев хотел пристегнуться, он бы этого сделать не смог. 3 дня назад была же здесь авария. Они милицию не вызывали, потолковали и разъехались. Ну что за машины-то были? Ты разглядел с твоим-то зрением? А как же? Я же вам вчера и говорил про это. Эти же самые машины были, только их 2 было. А дружок тот, который регистратор забрал, его с ними не было. Алексей Леонидович, раз уж мы с вами работаем вместе, неплохо было бы нас предупреждать, если вы куда-то отлучаетесь. В таком случае вам не понравится, я ездил к Ларисе. Тем более, надо было нас об этом предупредить. Что вы узнали? Богатые тоже плачут. Только какими-то странными слезами. Скажите, а версию убийства вы даже не рассматриваете? Надо что-то больше, чем просто интуиция, чтобы говорить о предумышленном. Да. Я поняла тебя, Денис. Хорошо, значит, вы с Володей езжайте к Запарину, мы сейчас подъедем. Похоже, это все-таки… Убийство. А что мы здесь ищем? Шевцов пытался украсть регистратор. Логично, если он и подделал запись. Ну, его соучастие еще надо доказать, а вот то, что Запарин принимал участие в подставной аварии, это все-таки более вероятно. Это что за домик в деревне? Кем он работает? Диснейленд какой. Спасибо. Здравствуйте. Станислав Юрьевич? Поговорить надо. На предмет. Скажите, вы были участником ДТП на том самом перекрестке 3 дня назад? Иди, отдохни. Я с 8 утра до 11 вечера горбачусь так, что пиво попить некогда. Тачанка битая не раз. Че так неосторожно-то? Конь-то заслуженный. Его в каждом втором фильме увидеть можно. Ты что, каскадер, что ли?
Вы не ответили на мой вопрос. Не участвовал я ни в каком ДТП. Да, почему же машину вашу видели на месте ДТП? Че, она одна такая на весь город? А вот та машинка под брезентом ваша? Моя. Посмотреть можно? Можно, если постановление есть на обыск. Если нет, то валите отсюда. Станислав Юрьевич, вы задерживаетесь по подозрению в соучастии в убийстве. Чьи основания есть, что ли? Есть! Белая да не та, да? Фуфло ты, а не каскадер. Выложишь в интернет, урою. Что, трудно было пробить по базе? Я пробил по базе, он слесарь в авторемонтной мастерской. Прекрасно. Снимай, снимай. Как менты беспределят. Дед же говорил с места аварии, там был кто-то еще. Скорее всего, тоже каскадер. Короче, надо искать этот второй Ягуар с усиленной защитой. Друзья, Хватит уже снимать. может, мы просто проверим фильмы, в которых работал Запарин. Я уверена, что хозяин этого фальшивого Ягуара – это его знакомый. Ну да. Ребят, если что, я снимал такой Ягуар на Авторадео. Кто здесь? Наша полиция нас бережет. Знаете, Алексей Леонидович, у каждого убийства есть своя мотивация. Чаще всего это финансовые хвосты. Вам сюда. Насчет мотивации. Знаете, почему в Нью-Йорке 90-х годов 20 века резко произошел спад преступности? Женщины боролись за свои права. И это привело к тому, что в 60-х годах власти узаконили аборты. Таким образом, потенциальные преступники в лице нежелаемых социально брошенных детей спустя 30 лет просто не родились, этого поколения не было. Парадоксы свободы. Идем? Постойте здесь. Через 3 минуты зайдете, сфотографируете секретаршу, ясно? Мне запрещено обсуждать дела руководства. Я бы хотела вам напомнить, что речь идет об убийстве. Если я нарушу инструкцию, меня уволят. Я вам обещаю, вас никто не тронет. Я не могу. Извините. Вы по какому вопросу? Секунду. Хорошо. Простите, это наш наблюдатель Алексей Говорков. Я же просила вас подождать там. Погодите, вы же блогер. Правильно. Цезарь. Вы знаете, у меня сейчас на блоге новая тема. Мы выбираем самую сексуальную секретаршу месяца. Если вы не против, я сделаю пару фоток. Конечно. Да? Выходите сюда. 2 фотографии сделаю. Как, вы не против? А что делать? А ничего не делать. Просто присядьте сюда и будьте собой. Вот, хорошо. Вот, замрите. Так, пониже подбородочек. Так, что нас интересует, Марина Викторовна? А нас интересует, не было ли, какого-то странного, На меня? может быть, поведения вашего Вот. шефа в последнее время. Очень хорошо. Еще так, Нет. Так же. Кроме поездки светлые, все было как обычно. Теперь ниже подбородок. А что за поездка в Светлое? В Светлом у нас подшефный детский дом. И что, часто туда Колчев ездил? Никогда. А Андрей Борисович часто, Лариса тоже иногда, а Валерий Максимович не был ни разу. Простите, а можно, пожалуйста, автограф? Давайте скорее. Как вас звать? Наталья. Наталья. Какое имя? И были встречи назначены на 7 и на 9, а вернулся поздно ночью. А что случилось, он не говорил? Нет. А потом на следующий день Андрей Борисовича вызвал, а после выпил почти бутылку коньяка. Какой ужас. Значит, в рюмочку заглядывал, да? После аварии в рот не брал. Нам бы получить все данные по Светлому, еще расписание Колчева на прошлый месяц и на следующий. Извините. Здрасте. Мне запрещено обсуждать дела руководства с посторонними. У вас образцовые сотрудники, просто глаз не оторвать. Да, они проходили специальный инструктаж. Заметно. Да, прошу, чем обязан? Ждите фоток на блоге. Спасибо. Хорошо, спасибо.
В Госфильмофонде про Запарина ничего не знают. И вообще у них информации по фильмам только до 93-го года. И что делать? Не знаю, они говорят искать по частным кинокомпаниям. Ну, если он такой весь из себя крутой каскадер, может, про него что-нибудь есть в интернете? Ну, давай посмотрим. Давай. Валера был очень импульсивным, эмоциональным человеком. Тот вечер он неожиданно сорвался и поехал в Светлое. Зачем? Понятия не имею. Думаю, из-за денег. В этот детский дом сколько денег не вливай, а нищета так и прет из всех щелей. Воруют, тащат, тратят на что угодно, только не на то, чтобы надо. Я сам ездил, пытался разобраться, все без толку. А он ездил туда с Ларисой? Это я не знаю. И это у нее спросите. Ага. А после того, как он вернулся из Светлого, он что-то рассказывал? Он предложил учредить специальный фонд, который контролировал бы финансовые потоки и куда могли бы обратиться другие детские дома за помощью, не только Светлое. Ну и сколько же денег было перечислено в Светлое? За последние 3 года больше 6 миллионов долларов. Всего-то. Ого, смотри-ка ты. У него тут больше 100 фильмов. А, при Люмьерах, что ли, начинал? Ну, не при Брюсе же ли? Так. О, автор Адео. Что-то знакомое. Слушай, Леха говорил, что он эту передачу снимал. Жми. Так, проводятся гонки. Приглашаем вас что принять участие. Это что такое? Продается белый Ягуар. Битый. До свидания. До свидания. Здесь то, что вы просили. Спасибо большое. Наташа. Если возникнут вопросы, я вам обязательно наберу. Спасибо. Фотогеничная, да? Угу. Я заметила. Обмолвились 3 предложениями, она уже готова вам детей рожать. Ну, расскажите, как вы думали? Значит, секретарша шефа, девушка лет 30. Безлимитный интернет, целыми днями торчит в соцсетях. Наткнулась на ваш блог, очарована, восхищена, готова на все. Интеллект. Ага. Вы лучше мне скажите, вот ваше мнение, ничего странного не замечаете? Да нет, нормальный плотный график делового человека. Да. Только у Колычева все расписано по минутам на 2 недели вперед. Но, несмотря на это, он бросает свои дела и едет в детдом. Как это вашим языком? Значит, у него появилась мотивация бросить все дела и поехать в детдом и отказаться от водителя. Да. Деловые встречи, Так как вы практически разрушили мое сознание полицейской логикой, не остается сомнений, что вы, конечно, заметили вот эти пробелы. Среда 12:30 и четверг 15 минут. Да, только что он делал в эти 15 минут. Мы, пожалуй, спросить у него уже не сможем. Это точно. Куда отвозят битые машины? Поехали. Его коммуникатор синхронизирован с бортовым компьютером. Вот, кажется, кое-что осталось. Алексей Леонидович, а вы в курсе, что эта машина – это улика по делу об убийстве? И в отсутствие понятых и без постановления мы не имеем права делать обыск. Это, между прочим, закон, который вы же так отстаиваете рьяно. Хотите, я сейчас все удалю, никто ничего не заметит? Да нет уж. Смотрите, раз уж так получилось. Так, четверг 13,
00 Тимофеев. И на прошлой неделе, и на позапрошлой. Ну, вы в курсе, да, что в Москве несколько тысяч Тимофеевых? Первый раз они встречались 1,5 месяца назад. Вот, Тимофеев ДМ, Красносельская, 8. Квартиры нет, телефон тоже. Среда, 11, вот. Улица Пилота Нестерова, дом 16, квартира 211. Берников. Алло, центральная. Это Яшина, прокуратура. Проверьте для меня, пожалуйста, информацию. Тимофеев ДМ. Красносельская, 8. Красносельская, 8. И Берников. Пилота Нестерова. Пилота Нестерова. 16. 16. Квартира 211. Квартира 211. Да, я понимаю. Нет, я не требую, я прошу. Хорошо. У них завал по запросам. Сказали, что информация будет позже. Понятно. Алло, девушка, здрасте. Будьте добры, Вячеслав Борисович. Вячеслав Борисович, здравствуйте. Это Говорков вас беспокоит. Нет, ничего не случилось. Да нет, у нас здесь просто заминка произошла. Следователь Яшину запрос послала, а центральная как-то не особо спешит. Хорошо, обязательно. Спасибо. Алексей Леонидович, вы что творите? Вы что, с ума сошли? Но он же сам предложил звонить, если будут проблемы. У вас проблемы, я звоню. Слышь? Белый горку даешь? Открой личико-то. Алло! Ну, ты как? Нормально. Да, Яшина. А Берников? Поняла, спасибо. Ну что, Тимофеев Дмитрий Марксенович, частный детектив. А на Красносельской у него офис. Денис! Денис! Все, достаточно. Отойди в сторонку, слышишь? Какие проблемы, полиция? Что вам надо? А ну отвяньте! Денис, спокойно. В чем проблема? Вам сказано, полиция, какие проблемы? Иди сюда. Чего? Чего? Ты не видишь пистолет? Чего? Снимать меня хочешь, да? Ну давай, сними меня. Ну сними меня. Что происходит, говори? Ну снимай меня, снимай. Ну Да что ты мужика положил, а? Что, волнуешься? Успокойся, все. Что делаем? Разошлись все отсюда, мальчики. Пошли отсюда, быстро! Денис! По-моему, он убегает. Слушай, я пойду пока очки поищу. А в Хайяне бывали? Не было. Но вот это, по-моему, кампучийское, да? Это вьетнамская, в Камбодже таких нет. Иди ты. Уж ты. Бывает же. Обманули. Вдохните. А? Это там не какой-нибудь московский державленок. Это из Индии лично привез. Да. А? Ну, а что касается вашего банкира, то следить за женщиной, за женой, это нормально. У меня половина сделок такие. А вторая половина… За мужьями, очевидно. Молодец, угадал. Правильно. А что, ваш Колычев правда погиб? Правда. Жалко. Хороший мужик. Хоть и банкир. Пусть земля ему будет пухом. Дмитрий, давайте ближе к делу. Ну, вы понимаете, да?
что если бы мой клиент не погиб бы... Разумеется. Короче так. Лариса встречалась в течение месяца вот с этим вот мужчиной. 7 раз. Внебрачная связь. Очевидно. Но что самое интересное, эта фотография была сделана в прошлую среду. За день до поездки в Светлое. А что было в пакете, установить удалось? Деньги. 75 тысяч американских мертвых долларов. Понятно. Значит, Запарин шантажировал Ларису. Насколько я понимаю, у них все было на добровольных началах. Ну, по крайней мере, я не заметил, чтобы он Ларисе угрожал. Может, гонорар за работу? Деньги дал компаньону моего клиента. Андрей Шевцов. А вы знаете, пишите. Пишите. Хороший у вас чай. Стараюсь. Продал я этот белый ягуар прямо перед вами. Кому? Приехали не московские, платили наликами. Понятно. Что ты делал 3 дня назад между 11 и 12 ночи? А что, подхалтуривал? Славка Запарин сосватал каких-то кексов, нужно было им трючок прокрутить. Что за кексы? А я знаю, лохи какие-то. Что за трюк? Да фигня, считай, бабки так поднял. Вечером подъехал на точку. Ассистент их Проходи. регистратор на лобовик прикрепил. Регистратор? Они снимали, типа, под документалку. Камера где-то в жопе. Артхаус, короче. Я на спидометр рубль 20 дал. Чего? Короче, 120 километров в час. Выехал на перекресток. За паром мне в бочину аккуратно бац! Вся любовь. 1 класс, 2 четверть. Вот этот тебе регистратор вешал? А я знаю. Он или нет? А я видел! Ты же с ним разговаривал! И что? Темно было, я в шлеме. Ремнями затянут так, чтобы башки не повернуть. Если ты весь такой себя честный, в шлеме, рыцарь, чего ты тогда из гаража подорвался? Вот человеку нос разбил. Нос разбил? Да ты на меня посмотри, ты меня моя жена. Так, все, тихо. Чего ты побежал-то? Мутный мужик этот Запара. А что если Лариса и Запарин шантажировали Шевцова? Мне кажется, что это был гонорар за убийство. Хорошо. Но зачем Ларисе? Бывает, может, счастливая семья, долгожданная беременность. Меня, честно говоря, интересует больше другой вопрос. Слушайте, вы как-то странно держите палочки. Да? Так держат японцы, вот так корейцы. Понятно. Зачем Колычев ездил в детский дом? Может, Берников знает? Может, конечно, и знает. Только у нас его нет в базе данных. И что самое неприятное, его нет даже в записной книжке Колычева. А что находится на Нестерова, 16? Не знаю. Все понятно. На Нестерова, 16, уролог Берников. Отлично, вы постойте здесь, я схожу. Мало ли, вдруг вам приспичит министру здравоохранения позвонить. Ну и потом врачебную тайну тоже никто не отменял. Опыт всему учитель. Гай Юлий Цезарь. Интересно получается. Я борец с полицейским произволом, на второй день работы в полиции уже добываю улики незаконными методами и коварно очаровываю секретарш, склоняя их к нарушению должностных инструкций. А представитель ментовского беспредела следователь Яшина мне потакает. Берников – это фамилия врача, у которого проходил лечение Колычев. Уж как год. По поводу?
по поводу секреторного бесплодия. То есть? То есть это Колычев был бесплоден, а не Лариса. Это Лариса забеременела? Угу. Ах, Лариса! То есть она забеременела, не знала, что он бесплоден, а ему сказала, что ребенок его. Женщины. А он нанял детектива. Потому что в брачном контракте есть графа об измене. А лучшее доказательство – это фотография. Фотография. Мне нужен компьютер. Поехали, ну поехали, поехали. Смотрите, Запарин Станислав Юрьевич, 75-го года рождения, уроженец города Воронеж. 81-89, школа номер 26, города Воронежа. Лариса. Родилась тоже в Воронеже. Училась в той же школе, но только на 2 года позже. Но 2 года – это ничего. И вот скажите мне, какова вероятность того, что Запарин в пору своей туманной юности не обратил бы внимания на такую красотку? Вот и я говорю 0. А вот, между прочим, банк Колычева финансировал кинокартину под названием «Брателло», где именно Лариса работал костюмером. Брателло, я смотрел. Плохой фильм. Дело не в этом. Запарин там исполнял автомобильные трюки. Да? Да. Значит, он ее туда и пристроил? Получается… Помните фотографии, которые Шевцов показывал в своем кабинете из детдома в таком синем альбомчике? Да. Ну? Я загрузил их в систему поиска идентичных изображений. Кстати, простая программа, каждый пользоваться может. И вот что получил. Все фотографии сделаны в разных детдомах, более того, в разных городах. Вот, например, Воронеж, Питер, вот Тверь, вот Владимир, вот Казань, вот Нижний Новгород. Все. То есть они даже не запаривались? Наташа, машина пришла? Вернулись. Машина пришла, говорю. Пришла ваша машина, Андрей Борисович. И не одна, с сопровождением. Ну что, адвокату будем звонить? Фуфло ты, а не каскадер. Здравствуйте. Вы просили постановление? Пожалуйста. Не шумите, соседи перебудете. Лариса Кривна, вы задержаны по подозрению в соучастии в убийстве. Кстати, Валера никогда не читал ваш блог. Пойдемте. Слушайте, я вот хотел вас спросить, а вы решили совсем не заморачиваться, да? То есть вы просто брали фотки разных детдомов из разных городов и Колычеву отправляли, да? Неужели вам настолько бабла жалко? Я же вам говорил, что мы собирались организовать специальный фонд для многих детских домов, а не только для Светлого. Ах, фонд. Да. Ну, тогда все понятно. Значит, когда Колычев понял, что шефство над детским домом – это всего лишь подлог, он попросил вас уйти. Как он мог меня попросить куда-то уйти? Я совладелец банка. Ну, взял я эти деньги, но я же не мог их украсть сам у себя. Поэтому разговора о том, чтобы мне уйти или разделить бизнес, даже не шел. И что же он предложил вам сделать? Просто попросил вернуть деньги. Правда, возникла тогда маленькая проблемка. У меня их уже не было. Потому что половину из них я отдавал его жене. Ларисе? Стерве, да. Она съездила в Светлое. Так.
Ну, все поняла. Но ничего не сказала Валере, зато потребовала свою долю. Ну, вы же не маленький мальчик, вы же понимали, что рано или поздно все это откроется. Да, но Лариса обещала мне, что сделает все, чтобы Валера в светлое даже носа не совал. А я уже собирался к Новому году прикрыть лавочку. Значит, вы согласились давать ей деньги, так? А что мне, по-вашему, оставалось делать? Хорошо, скажите, вы готовы подтвердить факт вымогательства со стороны Ларисы? А я что, похож на сумасшедшего? Все деньги, которые я ей давал абсолютно добровольно. Так что никакого криминала здесь нет. Кроме убийства Колычева. Знаете что? Мне не важно, что вы думаете. Важно, что вы можете доказать. Зачем мне нужно было его убивать? Ну, согласно брачному контракту, он, вероятно, подал бы на развод. Ну ладно он. Ну ты-то. Ты же женщина. Ты должна знать, как это делается. Да мне стоило на полпальца халатик распахнуть. И у Валерочки уже слюни свисали до колен. Ну куда бы он от меня делся? Марина Викторовна, кофе? А можно мне тоже кофе? Ну, жаль. А что ты молчишь? Что, ты таких штук не проделывала, что ли? А, ну да. По глазам вижу, не проделывала. Ну, какой развод? Валерочка ходил за мной, как козлик на веревочке. Угу. Остались от козлика рожки до ножки. Ну да, снимали за 3 дня до аварии этот эпизод. А сразу почему не сказали? Вы же спрашивали про ДТП, а ДТП не было. Это мы трюк с лебедем ставили. Ну, привет. Чего не снимаешь? Адреса, фамилии, телефоны заказчиков сохранились? Ну, записывал, но как трюк поставили, бумажку выкинул. Трюк-то разовый. Угу. Интересно. Через 3 дня та же авария на том же месте, да? Ну, у нас в работе всякое бывает. Про такое совпадение вы, значит, там не сказали, очевидно, из врожденной тактичности, так? Так, бог, что подумали. И что дальше? Домой в люлю. Или ты предлагаешь по сотке к девочкам? Я про арестованных. Они не арестованные, они задержанные. Учи терминологию, грамотей. Шевцова и Запарина придется отпустить. Денис, утром технарям надо отнести ноутбук и мобильник. Может быть, всплывут какие-то доказательства или знакомства. Что значит отпустить? С ними же все ясно. Вы что, шутите? Да, мы только и делаем весь вечер, что придумываем, как бы тебя развеселить. Алексей Леонидович, читайте законы, не задавайте глупых вопросов. Ведь мы все прекрасно понимаем. Я прав? Понимаете, мы понимаем, Алексей Леонидович, только этого, к сожалению, недостаточно. Что у нас есть на сегодняшний момент? По факту. 3 тонны фантазий, дырка от бублика. И что? Это все тянет на тоненькую книжечку, не более того. Или на статейку в блоге. Подождите. Алексей Леонидович, скажите, у вас лично есть доказательства, что Колычева убили? Нет. На сегодня вопрос закрыт. И что, мы ничего не можем сделать? Можем. Только это будет не по закону. Сказал самый законопослушный полицейский.
Привет. Что случилось? Позвони Тане, она переживает. Не может дозвониться до тебя. Вероник, я работаю. Ты ведь терял ее уже один раз. Если тебе пофигу, скажи просто ей об этом, понимаешь? Пока. Денис, Сдал оружие, сдал. тебе Боря Смирнов дозвонился? Нет, он мне вообще никогда не звонит. А что такое? Это ж твой барабан неделю назад типа про художника постучал. Кость, тебе заняться нечем в час ночи? Газету почитай. Денис, я серьезно. Без шуток. Смирнов спрашивает, ты ему концы сдать не можешь? С каких пор дежурные такие вопросы решают? Без обид, Костя. Они на вызове на Бешметьевской по Полозовой. По той женщине, которую вы пасли тогда. Ее нашли у дома в переулке. Денис, Не лезь в мою жизнь, ясно? я хочу помочь, ясно? Я сам разберусь без тебя. Пошел, ты понял? И начальству своему передай, пусть тоже идет следом. Пошли вы оба, чтобы вы сдохли все. Вот таким, как он, станешь. Таким? Нет, таким не стану. Что-то случилось? Вот тебе здрасте. Я думал, ты спишь, боялся тарелки звякнуть. Еще 5 минут, пап. Ну ты долго не засиживайся. Спокойной ночи. Угу. И тебе спокойной ночи. Пап! Да? Папуль, ведь ты все знаешь, да? Скажи, как возможно подделать видеозапись, которую подделать невозможно? Что-что? Ты расскажи, что невозможно. О чем речь-то? Я не ем рыбу. Слушай, стюардесса, когда ты уже съедешь навсегда? Яна, мы же договаривались. Звягин, от тебя невозможно уйти. Тебя никогда не бывает дома. Как?
подделать запись видео. Никак. Мы пытались, ничего не получается. Значит, плохо пытались. Не выходит. Смени флешку. Какую флешку? Ну, может, спать. Зай, сейчас поработать чуть-чуть надо. 4-й час уже. Иди пока зубы почисти, умойся. Сейчас я приду. Я тебя жду. Давай. Смени флешку. Смени флешку. Какую флешку? Смени флешку. Смени флешку, смени флешку. Залади, смени флешку. Ну, сменил флешку. Что дальше? Теперь у тебя все есть, думай. Что у меня есть? Я думал, ты умнее. Кто ты такой, чтобы думать, что я умнее? Умник, а? Что делать? Я ухожу. Куда ты уходишь? Эй! Подожди. Сейчас. Я знаю, как поделать запись регистратора. Ну и часто вы так спите? Что? Я говорю, часто так спите? Вы бывали в Китае? Нет. Знаете, в Китае... Пойдемте, Спят. расскажете мне свою версию. И не только так. О, смотри, блогер. А, еще там нет демократии в Китае. В случае аварии последний файл на флешке регистратора данного вида блокируется. И его невозможно стереть или удалить, так? Ну? Так, доброе утро. Привет, Володя. Марина Викторовна, можно кофе? Вообще-то это Алексей Леонидович. Пей, Володя, не буду. Спасибо. Честно говоря, мы этой информацией обладали еще вчера. Хорошо. Допустим, у нас есть другая флешка с фальшивой аварией. Фальшивый? Да, с фальшивой аварией. Что мешает нам переместить предыдущие файлы реальной жизни Колычева на эту флешку? Таким образом, реальная жизнь Колычева будет закончена фальшивой аварией. Нет, это все, конечно, очень интересно, но вопрос. А когда они успели это сделать? Все-таки авария была. И как? Хороший вопрос. Для этого нам понадобится дополнительный промежуточный носитель. Ноутбук Шевцова. Например, ноутбук Шевцова. Но мы его проверяли, если какие-то файлы были, он их удалил. Вопрос знатокам. Вы откат делали? Какой откат? Почему без меня? Вы будете смеяться? Но многие шпионы погорели именно на этом. Если, удалив информацию с компьютера и очистив корзину, вы думаете, что этой информации больше нет, вы ошибаетесь. В течение какого-то времени ее всегда можно достать с жесткого диска. Но для этого нужно сделать откат системы назад. И в случае, если это удается сделать, мы вытаскиваем нужные нам файлы. Ну, как-то так. Занимайте места в зрительном зале, господа полицейские.
Алло, Сергей, ты Ларису отвез? До двери проводил? Хорошо. Значит так, заткнись и слушай. Завтра утром ты уничтожишь все документы по-светлому и напишешь по-собственному. Что делать с твоей долей акций, решим позже. Ты понял меня? Ты с ума сошел? Это ты сошел с ума, когда решил выкинуть меня из дела. Значит так, твоя Лариса у меня в машине. Она думаешь, орать ей глотку перережу. Ты понял меня? Подпишешь Если с ее головы хоть волос упадет, я ж тебе и Пошел ты, урод! Стой! Стой! Ну, что там? Тебя на парковке никто не видел? Да нет, вроде. Да точно нет. Если Шевцов и Запарин здесь, кто в машине? Он дышит. Что? Ты же сказал, что у него не будет ни единого шанса. Не ошибся я. Что значит ошибся? Давайте делайте что-нибудь, сейчас же менты будут вот-вот. Слушай, какая истерить, а? Займись лучше записью. Хорошо. Славик, иди расставь машины. Я сама здесь закончу. Не вопрос. Знакомый голос. Прости меня, милый. Душит, что ли? Все? Точно? Все. Да ладно. Лариса. Это Лариса. Ну что ж, у холостяков появился еще один весомый аргумент. Поехали. Извините, ждите. 2 наряда, адреса в списке. Первый адрес банк, второй гараж. Мы подъедем чуть позже. Так по этим адресам уже выехали. Кто выехал? Опергруппа, эксперты, коллеги ваши из прокуратуры. Шевцова убили в машине, а второй Запарин повесился в гараже ночью. Так что вам торопиться некуда. Получается, что если бы мы вчера отпустили Ларису, сегодня, вероятно, она была бы уже мертва. Никакая победа не приносит столько, сколько может отнять одно поражение. Гай Юлий Цезарь.